Всем вселенский привет, мои дорогие люди! Я предлагаю вам расклад для того, чтобы спланировать свою будущую неделю на картах Таро. Это будет слева, это Таро провидцев. И на картах Ленорман мы посмотрим с вами главное событие недели, что Вселенная даст, какие возможности даст, что будет перед вами, что вам покажет Вселенная, предоставит что. Какие счастливые события у вас могут случиться, советы карт. Все узнаем. Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно и вы выгодно и с максимальной пользой провели время на моем видео. Приглашаю всех, и девочек, и мальчиков любых возрастов. Можно планировать с ежедневником, можно сверять каждый день недели с картами, потому что карты – это добрые советники. Но первый раз я советую просто слушать. Расслабиться, отдохнуть, ведь это много в одном флаконе. И отдых, и расслабление, и приятное времяпровождение, и чтобы мозг отдохнул. А когда мозг отдохнул, он принимает правильное решение, да? А также, что самое главное, советы и подсказки карт. Итак, это у нас понедельник, дорогие мои друзья. Понедельник, и здесь будет в Ленорман тоже понедельник. Я вам советую смотреть вот как. Можно выбрать себе Таро или Ленорман, ну, а можно в процентном соотношении решить, потому что так бывает, что с процентным что-то с одной, что-то с другой больше проиграется, и вы сами складываете свою картинку мира. Кстати, предлагаю не заморачиваться о том, что расклад общий, просто задавайте свои вопросы, и тогда этот расклад вам точно подойдет. Вот какой понедельник у нас, дорогие друзья. Что мы здесь видим? Во-первых, восьмерка жезлов. Я смотрю только прямые карты в этом сегменте. Восьмерка жезлов говорит о том, что все идет своим чередом, все идет к успеху. Это очень успешная карта. Это когда космос, универс, Вселенная, универс Вселенная, да, на нашем языке, она все делает для того, чтобы вы были счастливы. Вы видите, здесь воронка в счастье. Закон аттрактивности, закон привлечения счастливой энергии. Это очень энергичный день, понедельник будет, очень энергичный. Тем более, что маг и восьмерка жезлов вот одно и то же. Маг здесь как творец проходит, который сейчас делает эту магию жизни, да, чтобы вы в жизни были счастливы. Это здорово. А также четверка меча. Четверка меча может показывать на что-то в вашей жизни, что вас напрягало в прошлом. Вот если вы сейчас себя нашли в такой ситуации, вы, может, грустите, может, отчаиваетесь, может, расстраиваетесь, или что-то вам мешает. Я вам предлагаю посмотреть на эту карту и тождествовать ее с собой, и эта карта поможет вам уйти от этого. То есть подобное лечит подобное, да, по закону Парацельсуса. Вот здесь у кого-то был свой интерес, какое-то злодейство, какое-то противостояние, был свой интерес, чтобы вас или использовать, или же вам помешать. Ну, смотрите, карта маг говорит, что маг – это сам творец, который отменяет их не богоугодное, можно сказать, не богоугодное действие, да. И теперь нужна ваша храбрость и уверенность в том, что все люди, которые хотели специально вам доставить неприятности, какие-то хлопоты, какие-то не богоугодные предложения, да, какое-то негативное влияние, хотели, в общем, дать вам ложную информацию, хотели просто вам промыть мозги, как говорится, да, такие люди от вас уйдут. И все это несчастье, оно бумерангом идет к ним, понимаете? То есть неприятности, которые вам, может быть, кто-то хотел наслать, они останутся с теми людьми, кто-то сделал. И вы здесь выздоравливаете, потому что на смену этой карты выходят эти две. Так что понедельник, я бы сказала, день выздоровления от негатива. Что скажет Ленорман? Ключ и медведь. Ну, подтвердила, да? Потому что здесь вот можно отождествить. Медведь – это как маг второй, естественно, это храбрый, смелый, умный, который может все это вы, кстати, потому что у вас есть частичка Бога в середине, в душе, в теле, и вы способны на самые большие чудеса, потому что это не вы сами способны на чудеса, а то, что божественная ваша сила с вами пребывает, да. Вот, и здесь это творец вашей жизни, это также ангел-хранитель, медведь, это мужчина, ключевой мужчина вам поможет. Начальник, ключевое решение примет в вашу пользу, вы начальником станете, да, понедельник, вот такой день, где вы можете себя продвигать, начинать уже, пора вам продвигать себя. Вы высокий профессионал. Ключевая карта, карта мастер, двери любые откроются, которые нужны вам.
которые до сих пор не открывались. Понедельник – это день открытия дверей. То есть, как это перефразировать? Это день, где откроются возможности, да, потому что делает ключ? Он возможность делает, возможно открыть дверь. Без ключа невозможно открыть дверь. И вот понедельник – это день, когда ключевые возможности откроются у вас. Замечательно. Можно себе написать. Вот знаете, я что делаю? Я беру вот эти карты, и та, что на меня, как бы говорят, смотрит больше всего, да, я ее себе в ежедневник пишу. На понедельник, например, здесь я могу выбрать себе карту. Но я не буду говорить, какую я именно выбираю, потому что мне бы хотелось, чтобы вы себе выбрали из этих 5, которая будет вам вот спутником на понедельник. Да, очень полезно делать такую практику. На вторник 1, 2 и 3. Вот эту карту возьмем. 3. Отложим пока все остальные. Это на вторник. Девочки, записываем себе. Или в головушке тоже можно записать. Например, медведь легко запомнить, маг легко запомнить. Ну, вы выбираете, конечно. На вторник Ленорман. Будем смотреть. Приятной, непринужденной обстановке. В общем, так, на самом деле, высшие силы хотят, чтобы вы радовались жизни. Повешенная. Карта очень мощная. Она указывает на 4-й дом гороскопа, так как меня Джон научил, конечно, астрологически она указывает, что вторник – это день, может убрать в квартире, защитить свой дом от негатива, это просто паутину снять и наговор сделать на паутину. Грязь убираю, негатив из дома выметаю. Ну, вот своими словами, девочки. Вот все заговоры хорошо, когда своими словами. Точно так, как молитва перед Творцом. Самое ценное, которое вы сказали своими словами. А повешенный говорит, что день медленный. Вот тоже 6 жезлов, эта карта уже вы победили, да, это просто медленный день пожинания плодов, когда вот вы перед софитами стоите, ну это так в переносном значении, и довольны, потому что у вас все хорошо. И 10 жезлов говорит вот эта карта, что вы движетесь в правильном направлении, вы теперь идете с горы, да, то есть уже легче идти. И у вас есть путеводители на дороге, у вас есть свое богатство, у вас есть ресурс свой, этот бык, который несет за вас ношу. Может, это мужчина, который вас любит и возьмет на себя любую ношу, чтобы за вас нести. Да, мужчины сильнее нас во многом, но мы сильнее их во многом. И вот это соответствие, оно, конечно, делает пару сильной. Если есть у вас пара или будет пара, где вы в команде. В общем, день такой сильный, день успеха. Здесь вы можете, ваша фотография, да, в Инстаграм где-то или же Телеграм, как называется, я не имею этих сетей всех, но, в общем, где вам комфортно в той сети вы прославитесь, и воспринимайте эту славу свою медленно, то есть она вам нужна для того, чтобы продвинуть свой талант, да, показать людям, на что вы способны, но в меру, не заморачивайтесь на этом, потому что дела не делаются за один день. Но вторник день медленный, успешный, и день нагружен работой. Но, понимаете, эта вся работа, она для того, чтобы вот утеплиться, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Для этого вы работаете. А повешенный также говорит, что это день, когда будут умные идеи приходить, да, вот когда в таком положении в голову приливает кровь, то есть голова лучше соображает. Поэтому вот такие всякие асаны, там, где, я не советую никому, здесь нужна рекомендация врача, не делайте никаких асан, никаких рекомендаций не даю. Но такие какие-то асаны всевозможные, где вы, может быть, в горизонтальном положении, где или немножко так, ну, я не знаю, upside down dog, какие-то такие асаны, где голова немного внизу, вот они не повредят, потому что очищается голова, да, но это можно сделать, такую легкую йогу, но, опять же, только по рекомендации врача, если у вас есть противопоказания. Уже на второй день недели выходит старший аркан, что очень хорошо. Повешенный – это, знаете, когда вы не торопитесь, когда вы все делаете правильно, по плану, у вас организованность есть в жизни. Если нет организованности, именно во вторник можете ее приобрести. Вот такая организованность, все по плану, иметь график жизни. Нам взрослым это сложно, потому что если нас сильно прессовали в детстве, всякие люди от того, что мы не хотели вот именно это делать, нас заставляли. Мы взрослые как-то рутину не любим, а рутина здесь во вторник вам нужна будет. Посмотрите, что вам даст тоже вторник. Успех. Ну, понятно, что успех, вот
Шестерка жезлов то же самое, что солнце. Это успех, прояснение ситуации, солнечный день, хорошее настроение. Если даже дождик, настроение хорошее. Но дождик вряд ли будет, да? Гармония в сердце, прогулки по воздуху, гармония в коллективе, гармония в семье, гармония, ну, сад – это гармония. Гармония внутри себя, внутри своего успешного стержня, да, где вы знаете, что все будет хорошо. Здесь решаются какие-то бумажные дела во вторник или денежные дела, а также сложные, отложенные дела. Так прокрастинация. Иногда мы знаем, этот сложный звонок где-то в какое-то министерство, но он уже займет полдня. И вы так, я по себе знаю, откладываете, 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 пока у вас просто какой-то груз, как будто, ну не знаю, вагон тащите. Потом взяли себя в руки, позвонили, сделали, да, ну пусть полдня на это потратили, но сделали же. И груз сразу ушел. Вот это такой вторник будет у вас очень, очень продуктивный. Ну что ж, смотрим дальше, дорогие мои. Среда. Что принесет вам судьба в среду? Берем также 3 карты. 1, 2, 3. Как я уже сказала, не заморачивайтесь. Вот эту берем, вот эту. Назад. Не заморачивайтесь, не акцентируйте на том, что это общий расклад, потому что если ваш вопрос задан, ну как вот вы хлеб купили, это же для всех, а у вас он по-своему переработается. То же самое, та же идея. Поэтому вот интернет, он на самом деле, на мой взгляд, он убил, как сказать, частные заказанные гадания, поскольку здесь на меня смотрят и великие личности, я знаю, даже батюшки некоторые смотрят, мне сообщали некоторые люди, но это по секрету, да, всему свету. Все можно прояснить. Здесь вы выговариваете, здесь вы ищете свой путь. Anyways, вы все это знаете сами, но я для новеньких говорю, кто не знает, почему у меня так. Мне иногда новенькие спрашивают, а как же так, один для всех? Но вот таким образом. Среда – счастливейший день, 9 чаш – это счастье. Посмотрите, какой восторг. Полный восторг. 7 жезлов говорит о том, опять же, здесь карта йоги, да? Ну нет, не это, конечно. Смотрите, вот негативные люди в вашей жизни или какие-то недоброжелатели, вот эти их палки, да, они хотят проткнуть вас, ваше терпение испытывают. Это может кто-то в семье, может даже мать или сестра, ну вот склочники всякие, да, испытывают ваше терпение. А посмотрите, в какой позиции вы. У вас, это, кстати, очень важная чакра, солнечное сплетение, оттуда солнце идет. Понимаете? Твердо уверены вы, что вы идете своим путем. Если люди хотят вас сбросить, у них своя адженда, у них свой план, они манипулируют для своей же выгоды. Не поддавайтесь. В среду не поддавайтесь, потому что в среду у вас успех сильный успех, а также успех в любви – это король жезлов, также с львом здесь ассоциации, то есть мужчина очень красивый, лев – это очень красивый. Но враги хотят проткнуть, видите? Какие-то неприятности хотят наслать на вас, да? Это может быть от близких, хитрых людей, обман близких, может быть. Ну, может быть. Какую-то свою прибыль ищет. Но оборот событий будет такой, что вы остаетесь непричастны к ним, а вы счастливы, потому что у вас или это в любви, или в делах, потому что жезл – это ваши дела. Очень и очень успешный день. Враги остаются при своих интересах. Я знаю, что точно вам карты помогут эти. Они дадут столько важных подсказок. Ведь это же, понимаете, символ – это больше, чем слова, да? Потому что слова со временем меняются. В 21 веке слова – это не те, что были в 1 веке после рождения Христа. Ну, а символы те же, просто другие слова. Поэтому вот магия карты. Итак, что скажет Ленорман на среду? Тяжесть от друга, может быть. Что-то за тяжесть от друга. Может быть, разочарование какое-то в друге. Потому что вы не ожидали, что друг, например, такое сделает или такое скажет. Такое бывает. Все люди не без греха. И люди не должны жить, чтобы нам соответствовать. Один комментарий сейчас скажу. Был такой комментарий у меня. Он меня очень обидел, потому что меня не понял. Понимаете?
Ну, не хочет человек дураком специально быть. Он не понял, потому что или черствый, или дурак, да. Или же, может быть, он не понял в его матрице понятий, нет такого, что вы ему пытались сказать. Поэтому, если вы обиделись на то, что он вас не понял, вот это может эта ситуация быть. Понимаете, нельзя здесь обижаться. Не каждый человек должен нас понимать. И если он вас не понял, ну, он же не специально это сделал, понимаете, не хочет человек тупым специально показаться, ну, не понял, наступил, или же нет понятия в его матрице таких, как вы ему объясняли. Так что здесь я бы сказала, что ваша обида, она может быть исцеляться. Именно по этому раскладу, если вы поймете, о чем я говорю, вот этот крест вы себе облегчите, как сказал Христос, ну, крест легкий, бери, неси. Вот здесь это легкий дружеский крест, то есть что такое дружеский крест? Это нагрузка каждого дня. Здесь нагрузка у нас на среду идет легкая, если вы ей позволите быть легкой. Но можно в себя взгрузить целый год за один день сделать, перелопатить всю работу за один день. Конечно, тяжелый крест будет. Помаленьку, не спеша все сделаете. Но здесь может быть нагрузка от друга. Например, кто-то на друга наговорил, или друг вас не понял, и вы обиделись, да? Вот такая вещь, да? Угу. Здесь, может быть, вы сможете избежать ошибки по этому раскладу, когда вы сами себя нагружаете, есть какой-то страх. А иногда так бывает, что даже какая-то такая составляющая смелости, даже ярости какой-то, даже злости какой-то, да, побеждает страх. Вот. Нужно здесь победить какой-то страх, связан, может быть, с другом или с мужчиной, какой-то страх у вас есть, какой-то, ну вот не живите в таком фантастическом мире масохизма, где вы сидите у креста. Не сидите, не живите так. Потому что, опять же, приведу пример Христа, только пример, да, что вы только решаете, какой крест у вас на плечах, легкий или тяжелый. Крест ежедневного дня не тяжелый. Как я говорила, прокрастинация, например, по сложному делу, это же мы сами на себя нагружаем. Такой тяжелый крест, ну вот откладывайте, сделайте это дело. И нужно делать то, чего боитесь. И как можно чаще, говорят карты Ленорман, тогда у вас пройдет страх. Ну что, этот день может быть легкий, а может быть и нет. Все зависит от того, что вы на себя взгрузите. Здесь можно делегировать тоже. Вот есть друзья, которые с удовольствием бы взяли ваш крест на себя. Это может мужчина какой-то в вашей жизни, который бы взял крест с удовольствием на себя. Что-то я долго так читаю сегодня. 1, 2, 3. Это на четверг, друзья. Что-то я сегодня так долго читаю, да. Мне иногда пишут видео длинные, девочки, от меня ничего не зависит. Я полностью подчиняюсь высшим силам, когда делаю расклады. Полностью. Это на четверг. 10 пентаклей. Четверг – денежный день, успешный день. Закладывается ваше богатство. И карта справедливости, еще один старший аркан. Справедливость и король меча. Вот справедливо, что король меча – это может быть человек, который вам сделал больно, справедливо ему наказание, например, да? Или так как вы обращаетесь с мужчиной, справедливо, потому что он вас обидел, можно так сказать. То есть здесь какие-то справедливые обстоятельства откроются относительно другого человека. И может быть, мужчина делал какие-то усилия оказались тщетными, дело оказалось невыгодным, и он думает, ну почему так? Ну вот справедливость какая-то, да, может у него кармическая задолженность какая-то была, ему надо быть умнее какому-то мужчине в вашей жизни. Может быть, то, что вы ему сказали, есть справедливые слова, и может быть, это какие-то хлопоты мужчины, но они справедливые, понимаете, может ему нужно больше работать, может ему нужно выбросить вредные привычки. Может быть, это какая-то вражда у него, вот ворон там, вот все это, летучая мышь, вот это все, да. Мужчина себе надумал, накрутил себя, может быть, справедливо было бы ему немножко быть добрее, понимаете, ну, справедливо было бы ему быть другим, ему нужно поменяться. И, вы знаете, справедливо может еще в другом случае, что мужчина работал много, головой здесь интеллектуальная собственность, и он хорошо заработает. Вообще-то это день хороших денег больших. В четверг или вы получите деньги, или удачную покупку купите. У многих проиграется. 2 карты Ленорман на четверг. Что у нас в четверг? Тучи и клевер. Видите, какие карты разные такие, да? Неоднозначный день. Я не могу сказать противоречивый, потому что в жизни ничего не бывает противоречивым. Может, самодур начальник нагрузил работой, туман, или же в семье кто-то напустил туману, да?
Может быть, кто-то превышает свои полномочия. Ваша мать превышает свои полномочия, потому что диктует вам, как жить, даже если вам 40 лет. И это тучи. Не реагируйте на тучи, надейтесь на нормальные человеческие законы природы. Вы сами правы в своей жизни. И вообще законы природы двигают жизнью дети, да, то есть следующее поколение идет куда, в общем-то, идет. Но старшие люди не указ тем, которые за ними идут. Почему? Потому что, они же тоже в жизни своей многое сделали правильно, а многое неправильно. То есть, другими словами, дайте жить, да. Вот такой день четверг, что вам нужно вот это взять себе. Дайте жить. Карта клевер, карта удачи. Кто-то хочет дать вам ложную информацию, кто-то хочет вам пудрить мозги по карте тучи, кто-то хочет увести вас от правды, кто-то хочет промыть вам мозг. Не реагируйте, у вас удачный день. Но это может быть, опять же, ведь король меча – это тоже может быть какой-то колдун. Колдун – это любой человек, который хочет помешать другим жить. Кстати, вот о птичках, да, кто не знает, не тот колдун, который себя позиционирует колдуном. Часто то не колдун, а самозванец, он вообще ничего не умеет. А бывает колдун тот, который учит вас жить. Да даже ваша мама, может быть, не зная этого, колдуном в вашей жизни. Понимаете? Бывают колдуны, которые там все сделают. Люди просто деньги тратят зря. Заказывают. Ничего он не делает, только деньги берет. Он на самом деле и не колдун совсем. Он колдун в одном, что он у вас деньги вымогает, да? Не заказывайте никакие расклады у колдунов, никакие чистки. Нужно чиститься вам самим, присутствовать. У меня все бесплатно, кстати, безоплатно. Потому что вы сами присутствуете на чистке. Да? Я вас веду, а вы там есть тоже. И ничего не надо платить, потому что я верю, что духовность, она безоплатная. А это вы хозяин-барин, вы делаете, что хотите. Я вам, как человек, который связан с белой магией, говорю, что черная магия не дремлют. Будьте осторожны. Черный маг может тоже быть бывший. Или кто-то на работе, даже вы не знать будете его. Я только прямые смотрю в этих рамках. Сказала карта смерть то, что я ей сказала. Она просто подтвердила мои слова. Пятница, карта смерть, возрождение. Написано death and rebirth. Rebirth – это возрождение, death – это то, что уже отжило, мы отбрасываем. Так все в биологическом мире делает. То, что отжило, отбрасывается в компост, то есть в переработку. Да? Люди хватаются и думают, что можно держаться. И это ошибка. Если кто-то держится за что-то, он не получает, не движется вперед, не получает свежую жизнь. Да? Так что здесь, девочки, пятница – день возрождения. Что такое возрождение в пятницу? Конечно, нужно отдыхать. Конечно, больше на природе смотрите. Допоздна можно гулять на природе. Отдыхать и отдыхать, еще раз отдыхать. 13 номер. Не держитесь. 13 номер – это держаться. Не держитесь за то, что у вас огорчения были. Отпустите свои огорчения. 6 пентаклей. Будут денежки, пожалуйста. Будут денежки на приятный вечер. Понимаете, на какую-то удачную покупку. Не переусердствуйте с этими покупками, потому что теперь деньги лучше для life experience, для жизненного опыта, чем для вот этих вещей. Вещи уже никому не интересны, уже не то время, космическое время теперь. Наконец-то мы вошли в Водолея, космическое время, где вещизм, он не приветствуется. Поэтому здесь денежки потратьте на жизненный опыт жизненный, понимаете? А меньше на вещи, например, такие как там тряпочки, все такое. Луна. Смотрите, 2 старших аркана и деньги будут. Хороший день пятница. Луна говорит, что день перемен. День может быть эмоциональный, но нужно с этими эмоциями вам вместе идти. Придется вам понять, что жизнь – это перемены, и это день перемен. Это день перемен, это день обновления. Может, выздоровеете, вы счастливый, здоровый иммунитет здесь имеете, потому что вы отбросили все старое, да? Обновили свой иммунитет. Просто очень счастливый день пятница, очень счастливый. 2 старших аркана. Луна говорит о женской счастливой судьбе. Именно в таком окружении. Пятница, 2 карты Ленорман. Что у нас в пятницу, дорогие мои друзья? Смотрите, разговоры с любимыми. Потому что птицы и лилии – это разговоры с любимыми. С теми, кто вас любит, кто о вас заботится, с теми, кто готов для вас на все. Это разговоры с теми людьми, которые вам дороги. Мужчина – это король пик. Король пик – это новый знакомый для кого-то. В пятницу можете встретиться где-то. В парке, в клубе, в кафе,
в торговом центре, где-то можете встретить новую любовь, встретить. А также это любимый ваш существующий, с ним разговоры любовные, примирение, с ним разговоры о бумагах, каких-то, о финансовое планирование. В общем, прекрасный день. Пятница – прекрасный день. Умный день такой, да? Потому что карта лилии говорит, у вас все хорошо, у вас есть такой фундамент счастья, и у вас все просто замечательно. Вы уже извините, девочки, что я так близко вот здесь. Мне главное, чтобы вы все увидели, да? Ну, вообще можно себе представить четко, что вы здесь просто сидите рядом со мной, рядышком, слева или справа. И, кстати, нужно это представить, потому что то, что мы представим, то и будет. И мы с вами здесь разговариваем на ваши темы. Суббота. Что в субботу карты посоветуют? Что скажут на субботу? Вот это, да? Итак, что скажут карты на субботу, девочки? А ну-ка, давайте. Карта «Мир». Заканчивается какой-то цикл, начинается новый. И новый цикл счастливее, чем старый. Вот здесь такая геометрическая составляющая, такой магический universe, то есть Вселенная. Все время забываю слово Вселенная, поэтому, когда думаете, что я просто так говорю слово universe, нет. И когда говорю universe, мне сразу раз выходит в потоке русское слово. А если я не скажу universe, я не вспомню слово Вселенная. Такое бывает. То есть вы берете слова, какие приходят, так что не обессудьте. Вот аура ваша, вы под защитой, все будет хорошо. Это обновление вашего здоровья, это счастливое событие в субботу, это прекрасное самочувствие, хорошее настроение. Хорошее настроение – залог здорового мозга. Если плохое настроение, значит мозг чем-то недоволен. Мозг может быть недоволен вашим гомеостазом, то есть вы, может быть, съели больше мороженого, да, или там тортиков, или лишний бокал вина, что этого тоже нельзя делать. Например, мало погуляли, мало спортом позанимались, и вот результатом. Мозг устал, и настроение испортилось. Люди не ассоциируют плохое настроение, например, или депрессию с тем, что нужно просто наладить гомеостаз. Наладить здоровое мышление можно просто путем улучшения своего режима дня. 9 жезлов как раз об этом. Потому что жезл – это 9 сил. У вас сил может быть не одна, а в 9 раз больше. Если вы вот прислушаетесь к моим словам гомеопата и астролога, и алхимия – это гомеопатия, да, то есть алхимия – это древняя химия. И она говорит о том, что древние химии никто не отменял, здоровое питание, много быть на воздухе, не думать плохие мысли и не заниматься гипнозом себя. Такой самогипноз или же самосглаз. Что такое самосглаз? Особенно зеркало может быть самосглазом, девочки. 5 чаш как раз об этом. В этом сочетании, что зеркало может быть самосглазом. Когда вы смотрите на себя и видите, ищите даже не видите, может сразу и не увидите. А начнете искать в себе недостатки, это и есть самосглаз. Не занимайтесь самосглазом, у вас может быть 9 раз больше сил, чем сейчас. Ну и вот новый цикл начинается именно в субботу, цикл счастливой жизни. Очень идет все хорошо, очень. Немножко сдвину, так будет хорошо, да, девочки? Вот, дальше смотрим на Ленорман. На Ленорман 2 карты, 1 и 2. Вы знаете, я говорю часто нумерологию, я вообще человек такой, очень прямой, простой и логический, поэтому для меня номера это, вот, заметили, наверное, да? Карты тотемных животных выходят на субботу, как олень, так и сторг или же аист. Здесь 17 номер – это стабильность в семье, перемены какие-то в лучшую сторону, перемены в любви. Перемена в любви – это червовая дама, это вы, женщина, довольная своей личной жизнью. Шикарно. А также карта всадник говорит, свидание может быть в субботу. У многих проиграется свидание с будущим любимым или свидание вообще с кавалером, которого вы знаете. Свидание с мужем, партнером. Ведь даже если живете вместе, в субботу может быть такой день, где вы вместе проведете его. А любовь. Признание в любви, близость. Ну, это, в общем, все самое теплое, самое любимое. День перемен, потому что всадник приносит хорошие новости. Это как рыцарь Таро. Перемены в личной жизни со знаком плюс. Вы будете довольны жизнью. Червовая масть кругом. Довольны жизнью будете. Прекрасно. Эта суббота у нас была? 2, 3, 4, 5, 6, да.
Теперь у нас идет воскресенье, дорогие мои друзья, любимые, воскресенье. 1, 2, 3. Все очень просто. Таро очень просто говорит. Просто и понятно. Ленорман еще проще. Итак, туз чаш. Опять же, начало чего-то, что вы будете любить. Как романтика с мужчиной или женщиной, если по вашему половому. Или же это любимое дело, любимое занятие, любимое я, любимая фигура моя новая, да, когда я стройнее или там наоборот что-то хотите сделать более округлым. То есть по вашему заказу. Это вы, который любит свою жизнь, новую жизнь. Здесь любимая карта. Это The Hermit или же карта Отшельник. Чем она любимая? Что вот это когда внутри свет вы свой знаете, да. Понимаете? Вам не нужно развиваться. Вот это все курсы по улучшению себя. Лучше деньги потратить на разговор с другом в кафе. Понимаете, на приятную поездку, на какой-то салат вкусный, честно словом скажу. Потому что, понимаете, как эзотерик вам скажу, ресурс уже у вас есть. Вам не нужно развиваться, вам не нужно себя менять. Вам нужно поменять то, где вы в своем космосе живете, как вы населяете свой космос. Сейчас покажу вам руками. Ваш космос как Вселенная, круглый, внутри. И часто бывает, что мы видим жизнь из одного угла, какого-то из угла. Или живем, населяем собой только одну часть своего мира. А мир, он у нас бесконечный внутри. Там есть все, что вам нужно. Вы родились с этим счастьем. Что такое населять свой космос? Это находить новые дорожки в своем мире, познавать себя. И путем познавания себя вы познаете себя еще красивее, еще умнее, еще богаче, еще счастливее. Познавать свой космос, новыми дорожками внутри себя идти. То есть развивать свой внутренний путь, а все уже на этом пути для вас приготовлено. Ведь об этом написано в Библии, друзья, что Господь приготовил пиршество перед взором ваших врагов. Ну, здесь враги намек, что что бы они там ни делали, они не могут помешать вашему пиршеству. Не нужно циклиться на колдунах. Колдун работает на низкой энергетике. Его отменить очень легко. Наплевать на него, не бояться его. Понимаете? Колдуны, они страшнее невидимые. Видимые колдуны меньше страшнее. Вот то, что вы видите там в интернете, такой колдун, такой, они вообще не страшные. Страшнее колдуны, видимые, то есть, извините, невидимые, которые говорят вам нужно развиваться, вам нужно меняться. Что значит меняться? Не менять себя, не ломать себя, так мы ломаем и близких, и родных, и себя заодно, а выйти из этого состояния, в котором вы уже годами находитесь, и искать в своем космосе новые пути дорожки, новую себя, новые таланты, новую свою красоту. В зеркале рассматривать свою красоту, а не свои недостатки. Вот я люблю The Hermit, я могу часами, конечно, это все рассказывать вам, но сейчас я уже закончу, потому что, смотрю, время уже у меня выходит. Ну, девочки, на других раскладах я Отшельник вам рассказываю, да? Смотрите, видите, огоньки здесь, огоньки, и вы рассматриваете свой мир, а он бесконечный. И в нем находите то, где вам хочется быть, раз, и туда, это квантово, раз, и туда, там и оказались. И это воскресенье ваше, но еще 6 меча, понимаете, ну вот о колдунах шла речь. 6 меча – это люди, которые хотят посеять вражду. Какой-то бесплодный конфликт. Нет плодов в конфликте. Какие плоды в конфликте? Огорчение и чернота одна, да? У вас будет дорога, На этой дороге вы будете кайфовать, жить. Ну да, колдуны хотят запугать, они хотят, чтобы вы шли своей дорогой, они хотят вам дать курс по саморазвитию. Да. Нет слов. При этой дороге вы будете встречать свое счастье, да, ну, а все, кто недоброжелатели, ну, как говорят, и пошли не все в сад, да, или как там, ну, посмеяться над этим нужно, конечно, потому что, ну, есть многие, которые хотят вас с дороги свернуть. Тот, кто хочет другому помешать жить, это человек ненормальный.
Нормальный человек будет жить своей жизнью, другим не мешать. Раз, два, на воскресенье. Такие мощные, очень глубокие расклады. Ребенок и Луна. Новые возможности, перемены в сторону любви к себе, понимание себя, взаимопонимание в паре, новая любовь, новые романтические встречи. Воскресенье может принести то, вот вы мечтаете, видите, смотрите на Луну, что-то новое, свежее, наивное, то, чего раньше не было. Ну, может, забота о детях, у некоторых, у кого дети маленькие, да, забота о детях. Не волнуйтесь о детях, вы все, что можете, делаете, а ребенок должен развиваться сам, дайте ему свободы побольше, чтобы не было таких Моргенштернов или же таких нирван всевозможных жутких, да, дьявольских сил. Вы знаете, о чем я говорю. Дайте детям свободу вовремя, чтобы они не вытворяли то, что они часто вытворяют подростками, поскольку их прессовали. Дайте детям свободу вовремя. И освободите сами себя. Вы знаете, здесь я вспомню сейчас себя только для примера, когда мне нужно было дать детям свободу, вот, как любой родитель, я тоже прессовала детей, конечно, да, вот, когда они в университете даже были, я думала, что они должны вот там и там учиться, и лучше учиться, ну, в общем, всякое такое. Они учились у меня замечательно, но тем не менее, да. И я себе сказала, я себе дам свободу. Я не буду начинать с того, что я детям дам свободу, потому что они у меня умные, они сами найдут дорогу. И я сказала, я себе дам свободу. Боже мой, это какой-то груз сошел у меня с плеч, и мне стало так легко. Я просто сама вот получила как блэц такой, да, чуть ли не, как сказать, такое откровение. Ну вот, понимаете, портал в изобилие сразу. Потому что я себе сказала, я себе дам свободу не пытаться им помочь из-за большой любви. Да? Ой, такая вещь. Но это кому нужно было услышать это? Может, кому-то нужно, может, кого-то дети или подростки. Да даже бывает мамочки и в 40, и в 50 лет девочки есть, у которых мамочкам уже 80-70, они еще им свободу не дали. В общем, может, для всех, кто имеет такие вот вопросы к жизни, мои слова, вот мой пример, он может вам помочь, потому что я свои примеры только привожу для одной цели, чтобы поспособствовать вам, да. Сосредоточиться нужно на себе в воскресенье, другими словами, сосредоточиться на себе, потому что все, что вы делаете, важно для вас самой, вот и все, вот и все. Ну вот, вы здесь, может быть, больше понимаете о своей жизни в результате этого расклада, если вы позволите раскладу вам помочь. Я хочу сказать, что я вас люблю, обожаю, вы для меня очень любимые люди, мои дорогие друзья. Ставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас, это несложно. Или дизлайк. Будьте хозяин-барин, это приятно, оцените мою работу, будьте таким арбитром, да, это очень приятное чувство, когда вы арбитр, когда вы оцениваете работу другого человека. Но и для меня это важно, я буду знать, сколько там лайков, сколько дизлайков. Это же просто для меня понимание того, что я делаю, нужно ли это людям, приношу ли я людям пользу. Потому что я делаю это все безвозмездно, с удовольствием, потому что я знаю, карты могут помочь, да. И поэтому поставьте прямо сейчас, не откладывайте. Большой пальчик вверх или вниз, как по желанию. Прям все девочки и мальчики, кто смотрит, поставьте, оцените мою работу, пожалуйста. Кстати, вот, что касается моей дружбы к вам. Я дружу со всеми, кто пришел. С друзьями и даже с теми, кто меня не очень любит, потому что мне очень нравятся разные люди, да. Мне очень интересны разные люди. И желаю $1 миллион друзьям и врагам. Друзьям желаю $1 миллион, потому что это хорошо, а врагам желаю $1 миллион тоже, потому что если у врагов будут деньги большие, они не будут ко мне приставать, начнут жить своей жизнью. Так что здесь вот так, да. И желаю счастья всем, но и делаю я расклады, потому что хочу вам помочь, потому что я дружу с вами. Если вы хотите дружить со мной, девочки, так собирается, кстати, колода, да, по одной карте, правильно. Если хотите дружить со мной, это подписка на канал. И это ничего не стоит, безоплатно. Пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь. Почему я говорю «пожалуйста»? Потому что это выгодно для вас.
подписаться на канал, понимаете? Я тогда буду вашим консультантом, и даже платить не нужно. Подписка-то ничего не стоит. Поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы я знала, что я вам помогаю. Вот. А еще скажу, мои старые видео, они однозначно хороши, как и новые, потому что там многим помогли и вам помогут. И видео как икона. Это же все иконы, естественно. Иконы жизни, да, не только церкви, но и жизни. Они накапливают помощь, они целебные становятся. Так что, невзирая на лица, новые или старые видео, всякие видео вам полезны тогда, когда вы интуитивно выбрали посмотреть их. Вот такие дела, мои дорогие. Так что знаю точно, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока.